Привет, мои дорогие друзья! Количество статей критических и неоптимистических в отношении киевского режима начинает потрясать в приятном смысле этого слова. Конечно же, офис президента тоже не может этого не замечать, слегка подсыкивает и вполне возможно заказывает свои материалы. Да, на Западе также заказывают материалы, вы понимаете, единорогов не существует. И многие, которые приехали на Запад, тоже начинают многое понимать. Короче, публикуются материалы в ряде стран первого уровня и в СМИ первого уровня, несмотря на письма на заявления чиновников, на письма от архитекторов и всевозможных деятелей культуры и тому подобное, и физкультуры, сокращается военная помощь от основных государств, которые, собственно, рулят в Европейском Союзе. То есть, несмотря на все эти призывы, происходит нечто весьма неприятное. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на Кильский институт мировой экономики. За весь июль 6 крупнейших стран не предложили никаких новых обязательств по поставкам вооружений. Это первый такой месяц, начиная с февраля. Причем речь идет не только о Германии, Франции, Италии, Испании, но и о ястребах, а именно Великобритании и Польше. Вы помните, конечно, что состоялся, может и не помните, я так говорю, вы помните, я, допустим, не помнил. Состоялась Копенгагенская конференция, туда ездил и Резников. Она состоялась 11 августа, на ней были представлены 26 стран. И собрали там доноры для Украины 1,5 миллиарда евро. Много это или мало? Ну вот вроде как посмотреть, 1,5 миллиарда достаточно много. Но если мы сравним с теми средствами, которые выделены были на борьбу с последствиями пандемии в Европейском Союзе, так это 800 миллиардов. Ну можете теперь понять, насколько это много. Мы не впервые наблюдаем также противоречия между Западной и Восточной Европой, который проявляется по любому поводу, во время переговоров по поводу эмбарго на поставки российских энергоносителей, по поводу обсуждения для запрета въезда россиянам в страны ЕС. А если такая ситуация с оружием, то оценки по деоккупации территорий, а именно о деоккупации, много месяцев рассказывал Киев, просто рассказывал, тоже начинают становиться другими. К примеру, New York Times за 1 месяц откорректировал свои собственные представления о готовящейся деоккупации. Имеется в виду что? В июле Украина готовится к масштабному наступлению. Уже в августе украинские военные скованы в окопах, удары по логистике ВС. РФ не дали нужного эффекта. Наступление невозможно. То же самое происходит со Шпигелем в Германии. Наступление имеет великолепные шансы. Наступление на Херсон, деоккупация Херсона. Смотрите, партнеры предоставляют хаймерсы. Потом ФРГ, по всей видимости, почитали сводки Минобороны Российской Федерации, отбросили чистый бред и оставили информацию об уничтоженных тех же хаймерсах и Цезарях. И пришли к выводу, что вполне возможно не хватает, может быть, квалификации для личного состава. Конечно, у Российской Федерации тоже с квалификацией личного состава большие проблемы. Но с техникой там гораздо лучше. И вот уже немцы сравнивают, что на то, чтобы подготовить морского пехотинца там нормального, натовского, уходит 22 недели, а потом его отправляют в бой. На украинского уходит 2 недели. Какая же там квалификация. И вот уже британские колумнисты начинают склоняться к той же мысли, что если в ближайшее время Запад не увидит результатов инвестиций, то помощь будет свернута. Дают 3 месяца. За 3 месяца не будет никакой ясности, а мне трудно понять, какая может быть ясность. Но это реально надо отвоевать уже все эти 20% территории, чтобы показать свою эффективность. Не будет 3 месяца и все. Холода, недовольство, причем это недовольство, оно может вылиться и на улицы. Конечно же, будут списывать это на руку Путина, на то, что это оплачено из Москвы и так далее, но тем не менее люди недовольны. Они реально недовольны, когда даже те домовладения, в которых газа никогда не было, им приходят платежки, где добавляется 50, а то и больше процентов к цене электричества. Типа газовые проценты. Люди спрашивают, да нахрен это надо? И, конечно, они спросят, это избиратели, они спросят у своих политиков, а почему Украина понад усе? А почему не мы?
которые вам платим налоги, не мы, которые вас избираем и так далее. С какого хрена? Что за платежка? Что это такое, спросят они. Помимо этого, может измениться и само отношение к санкционному режиму. Вполне может такое произойти, что те старые говорящие головы будут отодвинуты, и какие-то новые говорящие головы расскажут о том, что санкции на самом деле не действуют и, к сожалению, бьют больше по самому Европейскому Союзу. Вот мы наконец-то рассчитали, подсчитали. Видите, старые дураки уволены, а мы приходим к выводу, что санкции надо постепенно отменять. И тогда надавят на Зеленского для того, чтобы он пошел на какой-то компромисс. Компромисс с кем? Конечно, с Россией. И именно поэтому приезжает Эрдоган, и он уже пытается забрать на себя лавры миротворца. А Киев, конечно же, будет сопротивляться. Невозможно идти на какие-то уступки, не добившись на фронте ничего, еще и потерпев ряд поражений. Порошенко это припоминают до сих пор, но здесь поражения намного более масштабные и потери территориальные намного более масштабные. Поэтому Зеленский понимает, что ему этого не простят. И не забудут. Но это Европа. Вот уже в США звучит скепсис по поводу будущего вооруженных сил Украины. И не где-либо, а в The Wall Street Journal большой материал с фотографиями о том, как американские ветераны готовят украинских морпехов. Так вот, большая часть, оказывается, мобилизованных — это трактористы и электрики. Из них срочно пытаются слепить что-то подобие спецназа, для того, чтобы они боролись с реально обученными профессиональными военнослужащими. Потери колоссальные. Здесь сообщается о том, что, в общем-то, они должны пополнить 36-ю бригаду морской пехоты, которая была окружена, и там около 1000 убитыми. Всего за 10 дней из них лепят спецназовцев, квалифицированных тренеров ВСУ не хватает. Да, украинские солдаты обучаются, но профессиональных тренеров тоже не хватает, потому что опытные солдаты, они и на фронте нужны. Американцы между собой отлично понимают, что, общаясь, что есть окно возможностей. Это окно возможностей, грубо говоря, захлопнется к зиме. Если до этого времени никто ничего не продемонстрирует на фронте, а предпосылок к этому маловато, ну помимо там ударов по мостам, но это абсолютно другая история, параллельно, а не пересекающаяся, тогда встанет вопрос по поводу целесообразности поддержки. Начнется эффект домино. Это, конечно, противоречит заверениям американской дипломатии, что они будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется, но холод уже сквозит. Уже Зеленский вызывает раздражение. Наконец-то европейские СМИ начинают одупляться. Ну как, они не сами начинают одупляться. То есть кто-то задает тренд. Кто-то, можно, конечно, посмотреть на Штаты. Потому что в последнее время начали вспоминать и про коррупцию Зеленского, и про Ермака, конечно же, про него и не забывали, который расставляет своих людей везде. Про авторитарные методы управления. Вы знаете, как от этого отбивается Киев? Сейчас КМИС провел опрос. Мне просто интересно, кого опрашивали? Если половина, треть Украины выехала. Наверное, на Западе тоже проводили опрос от КМИС, да? Как вы относитесь к тому, как надо вести себя президенту? Там написано «поддерживаю», там надо жесткие методы. Короче, мы за диктатуру. Мы за диктатуру. Это слабая попытка, вялая попытка, конечно же. И она не влазит. А вот попытка взять под контроль оператора ГТС Украины, она не вызывает одобрения со стороны Запада. На первом месте для Запада сейчас стоит дефицит сырья, б, как-то надо объясняться все-таки со своими собственными жителями, которые заезжают каждый день на заправки, которым приходят опять-таки те же самые платежки. И когда смотришь в эти платежки, то волосы начинают шевелиться на голове. Ну ладно, даже начинают шевелиться на голове у тех, кто зарабатывает. А очень много людей на Западе имеют доход так себе. К сожалению, так оно и есть. Как будут оплачивать они, пока непонятно. А цены растут на все. В общем, и с этим всем надо как-то разбираться. И, скорее всего, Запад продолжит подталкивать Зеленского к единственно верному выходу. Это компромиссу с Российской Федерацией. Но ввиду того, что со стороны Российской Федерации однозначно звучали, я не думаю, что они трансформируют эту свою претензию, потому что иначе тогда они получат уже от своих собственных избирателей
Ну, все-таки ни одна пропаганда не заставит промыть так мозг, да? А там говорится о том, что Киев должен согласиться с территориальными уступками. На это Киев пойти не может, а Запад толкает. Если одно руководство не может пойти на территориальные уступки, значит что? Значит, это руководство надо сменить. А без этого Запад не будет помогать. А без помощи Запада уже не протянет Украина. Смотрите, плохая новость. Плохая. Грустную новость принес я вам. Но Зеленский мне очень давно не нравится. Пока.